знаете, в уголовном состязании сторон в суде учитывается личность того обвиняемого. Да? У нас не уголовное преследование, тем не менее, газета тоже личность. Учиться чрезвычайностью, это, кажется, тоже необходимо. Знаете, когда мы столкнулись с проблемой, например, детей с спинальной мышечной атрофией, которым необходимо самое дорогое в мире лекарство, оно стоит 2,3 миллиона долларов для одного человека, одна инфузия. Мы собирали эти деньги, собрали деньги 5 детям, после чего, благодаря этим усилиям, президентом и правительством был создан круг фонд добра, и фактически все орфанные заболевания закрывают сейчас деятельность этого. Наши сотрудники летали в космос, я Михаил Спартанин вернулся героем Российской Федерации. 6 моих коллег были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Настя Бабурова, адвокат Стас Маркелов, Наташа Истемирова, Игорь Донов. Они погибли, защищая право людей знать. Когда в безнадежной ситуации оказались многие наши военнослужащие во время Первой Чеченской войны, наш военно-обозреватель майор Измайлов и уже упомянутый мной Щекочихин, 147 человек освободились из плена, не создав рынок невольничества, не оперируя там деньгами. Я согласен с тем, что вы сказали, о том, что это профилактическая операция. Скажите, пожалуйста, вот убийство, оно что профилактирует? Вот что вы профилактируете? Тем, что вы уничтожаете здание, которое в следующем году могло исполниться 30 лет. Вот что вы профилактируете? К вопросу о адекватности и размерности. То, о чем говорит Конституционный суд и решение Пленума Верховного Суда Российской Федерации, здесь и не пахнет. Вы могли нам получить штраф, мы бы его оплатили, одно из нарушений мы бы точно признали. Я бы сказал, Ярослав, что он носил технический характер, мы до этого 2-3 раза организацию маркировали. Но очевидно же, что это главная ошибка, так называемая. Она всегда существует в нашей профессии, она существует в профессии корректора. Она входит в перечень заболеваний, невозможно все время. Бывает. Ну, предупредили, мы устранили, спасибо. Накажите, возьмите деньги, мы заплатим. Зачем уничтожать Россию? Что нам это дает? Ну что? Вы же знаете, прекрасно знаете, какая 28 числа, когда были введены ряд серьезных цензурных ограничений в связи с проведением операции, специальной военной операции, да? Мы объявили, что мы приостанавливаем газету, поскольку в таких условиях получать информацию из одного источника невозможно. Мы таким образом будем с нашего читателя недобросовестным сервисом для нашего читателя. Мы приостановили до окончания СВО, приостановили именно не его мало, и они хотят еще контрольную службу сделать. И сделали. Профилактивно у нас тем, что закрыли. Это поразительно, конечно. Это поразительная, конечно, история. Она нуждается в хороших перьях. Я хотел бы еще добавить, что вы лишаете людей работы, рабочих мест. Вы лишаете читателей, у которых у нас в марте было 27 миллионов человек. Понимаете, вы лишаете их права на информацию, и это у вас называется профилактикой. Ну, да, хорошо, я буду теперь знать, что такое профилактика. Спасибо, Ваша честь. Вопрос у представителей Союза. Часть решения именем Российской Федерации, город Москва, 15 сентября 2022 года. Верховный суд Российской Федерации в составе судей Верховного суда Российской Федерации Кирилла при секретаре Сибири рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Федеральной службы по надзору в сфере связи и информационных технологий массовых коммуникаций о прекращении деятельности средства массовой информации электронного периодического издания «Новая газета». Выслушав объяснение представителя Федеральной службы по надзору в сфере связи и информационных технологий массовых коммуникаций Агаджаняна, возражение представителей административных ответчиков акционерного общества «Издательский дом «Новая газета» и автономной коммерческой организации «Редакционно-издательский дом «Новая газета» Кажиурова и Муратова»
Исследовав материалы дела, выход статьи 175-180, 264 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации решил: административное исковое заявление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных массовых коммуникаций удовлетворить. Прекратить деятельность средств массовой информации электронного периодического издания «Новая газета». Решение может обжаловать апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации в течение месяца для принятия окончательного хода. Разъяснение лицам участникам, что материальное решение суда будет изготовлено в самом законном сроке и направлено по почте лицам участникам срок для подачи апелляционной жалобы в апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации для участников судебного разбирательства будет с момента получения ими мотивированного решения Верховного суда Российской Федерации. Или порядок обжалованного решения суда понятен странно. Просто на тебя посмотреть, если ты вопрос говоришь. Ты невысокая, встань вон там. Ой, один вопрос можно? Дмитрий Андреевич, Только можно? если в серединочку, будьте вас. Вот здесь вот могут. Да, да. Спасибо большое. А, что, сказать? Да. Сказать, какой вынесен приговор, а вы не знали. Через месяц мы должны подать на апелляцию. Мы подадим. Мы этот путь пройдем до конца. Понимаю, это смысл. Во время заседания мы со Славой сформулировали позицию для себя РКН, как мы ее для себя перевели, о том, что убийство – это лучший вид профилактирования СМИ. Собственно говоря, с этим мы столкнулись. Работа как-то повлияет вот это решение? Ну, видите, 5 числа была закрыта печатная версия «Новой газеты», 6 числа была закрыта печатная версия журнала «Но». Сегодня, 15 числа, закрыта электронная версия «Новой газеты». Что у нас осталось? У нас остался телеграм-канал, YouTube-канал, и у нас остался сайт-конструктор. Вы можете на него залезть, он неплохо конфигурирован, он называется «Свободное пространство». А вообще будет редакционный совет в ближайшие дни. Мы обсудим, что делать в этой ситуации. Ну, сайт, он не прекращает работу, просто он больше не СМИ. То есть в этом смысле сайт проще всего, он может как работал, так работает, он не заблокирован еще, в отличие от сайта. Но новая газета.ру, она не заблокирована, но просто мы теперь не являемся. То есть как СМИ он работать не может. Ну, то есть это сильно отягощает. Потому что если отдел расследования делает расследование, то одна из ключевых особенностей – это запросы. И теперь, коли ты не СМИ, то, извините, и отвечать тебе не будет. Поэтому тут это серьезное ограничение. Верховный суд уже не аккредитовывает от новой газеты, потому что Девушки, влево, пожалуйста. Хорошо. Решение вступило вот это в законную силу? Или Нет, в это коллегию? первая инстанция. Это первая инстанция, и судья сейчас оглашал приговор, сказал, что апелляция в апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации в течение 30 дней. Это не приговор, это решение. Это решение, а не приговор. Для тебя, Прусенкова, это решение, а для меня, Прусенкова, это приговор. Обсудим на коллеги. Спасибо, до свидания. Считаете ли вы решение политическим? Говно я считаю это решение.